Привет всем! В этом видео я сделаю обзор на диагностический сканер Launch 3008. Ссылочку на данную модель оставлю в описании. Если заинтересует данная модель, то можете заказать по ссылке. Также оставлю ссылочки на другие модельки. Там их большое количество, там от самых дешевых и до бесконечности. В общем, в комплект у нас входит сам сканер и кабель для подключения к разъему OBD2. И также проводочек для подключения к компьютеру мини-USB. Это для прошивки самого сканера. Сейчас мы подключим в автомобиле. Неисправность я уже сымитировал. Я отключил расходомер воздуха, снял фишечку. То есть сканер должен показать эти ошибки. Для начала мы подсоединяем разъем. Вот здесь он как на компьютере, такой разъемчик. Подключается и надежно здесь винтиками фиксируется. Сканер очень надежный, то есть его удобно будет использовать на СТО. Он имеет вот такой прорезиненный корпус. Я думаю, для эксплуатации постоянной, каждодневной он предназначен. То есть если там бюджетная модель 319 либо от Credor 3001 такой пластик обычный, то здесь он выполнен более качественно, более надежно. И дисплей чуть-чуть больше по диагонали. Кнопочки здесь тоже такие прорезиненные. Очень удобно нажимается, то есть щелкает. Ну, очень качественно сделано, надежно будет работать, я думаю, долго. Здесь кабель длиной 1 метр. Мы его вставляем в разъем для диагностики. И надо будет включить зажигание. Можно завести машину, можно просто включить зажигание. При подключении питания сразу загорается дисплей. Сканер питается от бортовой сети автомобиля. То есть своих аккумуляторов там нету. При подключении в разъем сканер автоматически включается. Я включаю зажигание. Вот загорелась панель приборов. Вот наш дисплей. Что нам для начала нужно? Выбрать язык. В настройках есть русский язык. Мы его сразу выставим. Будет намного понятнее. Вот первый пункт. Выбор языка. Сканер мультиязычный. Вот есть русский язык. Нажимаем ОК. И сканер у нас теперь на русском языке. Дальше у нас есть единицы измерения. Это метрические. Тут перевели имперские. Но это у нас дюйма, мили. То есть это у нас для американского рынка. Если. Ну, мы будем пользоваться метрическими. Выходим обратно. Звук. Настройки звука, я так понял, это у нас звуковой сигнал. Вот, мы можем его отключить, чтобы не пикал сканер и не раздражал. Ну, первый пункт в меню у нас диагностика. Выбираем этот пункт, заходим. Вот у нас идет подключение к блоку управления двигателя. Там несколько секунд займет это времени. Вот, подключился. И здесь у нас показывают коды неисправности. В этом блоке управления 2 кода ошибок. Сейчас мы посмотрим, что это за ошибки. Можно прочитать, стереть. И посмотрим потом дальше. Заходим в первый пункт. Вот наши ошибки. P0102. Низкий показатель расходомера, так как он отключен у нас. И датчик температурный, он находится в расходомере. Он тоже отключен. Естественно, выскочила ошибка. Эти ошибки мы можем стереть. Вот второй пункт меню. Мы можем его очистить, эти ошибочки. Но так как датчик я назад не подключил, они у меня, эти ошибки, вылезут наново. Вот, ошибки удалились. Выходим назад. Дальше у нас это сервисные интервалы. Но так как мой автомобиль не поддерживает данной функции, здесь не надо ничего там обнулять после ТО. То есть здесь эта функция мне не нужна. Поток данных. Просмотреть все элементы. Это нужно будет завести автомобиль. Сейчас мы заведем. Так, и здесь показания датчиков. Температура охлаждающей жидкости. И дальше мы можем листать по меню. Здесь несколько страничек. Обороты двигателя. Коррекция подачи топлива. Угол опережения зажигания. Температура воздуха впуска. Минус 40 показывает, так как датчик у нас отключен температурный, неправильно показан. Ну и тут показания разных остальных датчиков. То есть можно полистать, посмотреть. Это в зависимости от автомобиля. Там на разных автомобилях могут стоять разные датчики. В общем, это можем тут в этом меню просматривать. Также в этом меню мы можем выбирать конкретные показания датчиков, сделать из них табличку. Ну и на графике также само можно посмотреть график.
выбрать данные датчики и по графику посмотреть, как измеряется, например, там температура, либо нагрузка на двигатель. Ну, показывает график датчика того, который вы выбрали. Вот так он рисуется на экране. В общем, телефон у меня не особо хочет снимать светящийся дисплей. Выходим обратно в меню. Дальше у нас топ-кадр. Это снимается показания в одно время всех датчиков, которые есть на двигателе. То есть вот он просканировал, и можно просматривать все датчики. Вот мы пролистали все показания датчиков. То есть делается стоп-кадр. Дальше есть функция теста датчика кислорода. Но у меня автомобиль эту функцию не поддерживает. То есть я не могу протестировать датчик кислорода, потому что автомобилем данная функция не предусмотрена. Поэтому мы с этого меню выходим. Вот. Но в каких-то других автомобилях эта функция будет работать. Вот, в принципе, и все функции данного сканера. В принципе, он очень похож на сканер ELM327 по функциям, но просто его очень удобно использовать для СТО. То есть имеет свой экран. Можно быстро одним нажатием клавиши продиагностировать автомобиль. То есть нажали, пошла диагностика очень быстро. А также здесь есть добавлен сброс сервисных интервалов. То есть вы можете подключить, обнулить сервисные интервалы и распечатать на компьютере показания датчиков. Тоже это делается очень быстро. Вот так работает данная моделька. Ссылочку на нее оставляю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.